ヤッホー、日本の喜びというテーマで4分くらいの日本語スピーチを作ってくれない？もちろん喜んでお手伝いします。日本の喜びというテーマで少しユーモアを交えたスピーチを考えてみますね。皆さんこんにちは。今日は日本の喜びというテーマでご飯。冗談。やっぱり自分でやるわ。皆さんこんにちは、ロマンと申します。本日は日本の喜び6つを紹介したいと思います。よろしくお願いします。1つ目、日本の自動販売機、日本でどんな場所にいても、欲望に叶えてくれる魔法の箱。例えばショートケーキ缶、フレッシュなオレンジジュース、おでん、アイドルカード、ハンコ、バナナ、それとも女性の下着。とにかく、急に、必要になったとしても自販機が意外なところに現れてちゃんと助けてくれます。2つ目、日本の食文化の豊かさ、日本では、どこでも美味しいものが食べられます。代表的な料理といえば、多分もちろん、ラーメンとかお好み焼き、白子、食べたら死ぬかもしれない魚、腐った豆。じゃあ3つ目、日本の田舎に行くと、こんにちは、私はエストニアの出身ですと挨拶しただけで地元の人は大喜びし、日本語お上手ですねと言ってくれます。しかし気をつけてください。それは必ずしも日本語がうまいという意味ではありません。本当に日本語がうまいと、日本に何年住んでるんですかと聞かれます。4つ目、また日本人の話ですが、やっぱり日本人は親切で礼儀正しいです。もちろんその裏には過労死、サービス残業、高齢化、ジェンダー格差、同調圧力、いろいろありますが、ただ旅行者の視点から見るととにかく優しい。基本的に攻撃的な人に遭遇することはほぼありません。ただし、アメリカ人に起こっているタクシー運転手は例外かもしれませんね。5つ目、日本の風景の美しさ、日本にはユニークな景色がたくさんありますね。例えば猫島とかモンキーベイとか、これめっちゃ可愛いじゃん。山ほどある山々、ことわざにもなってる。ホモの砂丘、鳥取の砂丘、これ中国だけどごめんなさい。もちろん富士山富士山とか、富士山と神社一緒にもっと綺麗ですよね。海の後ろの富士山、湖の後ろの富士山、温泉から見える富士山、あとは富士山とローソン、もう見えないけど、でも、特に僕の心を掴んだところは多分鉄道、違う、それはもちろんそれはジョジョスタイルのバー、そしてワンピースジム、そしていろんな観光トラップ、そしてこれわかんないけど、違う、バックナイというところです。じゃあもちろん、特に僕の心を掴んだところは鉄道駅、これ見てめっちゃ綺麗ですよね。海のそばにある鉄道駅と電車。次はお腹痛い。ごめん。死ね。お前だ。やっぱり日本語って最高ですね。6つ目、日本語。漢字めっちゃ好きやで。雨の種類も50以上あるし、オノマトペもすごい音だけじゃなくて感覚まで表せるんやで。例えばポッカン、頭が真っ白になる、秋に取られている様を表す語。くよくよ、いくら考えたところで解決しようのないことをいつまでも気にする様を表す語。本でない日本語ってめっちゃ奥深い。ごめんなさい、関西弁ちょっと
国、それで日本語はとっても奥深いのです。例えば、敬語のレベルによってまるで別の言語のように変わるのです。例えば、最も尊敬で自分を大きくへりくだる感謝の言葉は、この度は私どもに対し格別のご配慮を賜り、心より深く感謝申し上げます。でも、一番カジュアルな言い方は、皆さんどう思いますか？一番カジュアルの、感謝の言葉はどう思いますか？ね、もし例えば、ね、ヘビみたいに。でも、タルモさん、一言したんですよね。一番カジュアルな言い方は、サンキュー。日本語でもなくて英語だ。皆さん、サンキューベリーマッチ、ご清聴ありがとうございました。Это была запись с конкурса японской речи, который проходил 22 марта по случаю Дня японской культуры. Конкурс, получается, проходит раз в 2 года, и если вы помните, у меня есть видос на канале, который как раз я снимал 2 года назад, где я рассказывал, как я поучаствовал на своем первом конкурсе. В этот раз я участвовал в средней категории. Я напомню, что категории по условиям всегда 3: начальная, средняя и продвинутая. И было такое условие, что если ты уже участвовал в конкурсе и ты уже занял какое-то место, как я, например, я занял третье место в начале, то переходишь как бы на следующую категорию. И для меня самого это было логично, поскольку я эти последние 2 года не фигней страдал, а подтягивал свой японский язык. 日本語でビデオを作りたいという考えもあったので、まあ今日はちょっとТецуと話していて, Тецу, если ты это смотришь, у тебя охуенно. Поэтому по уровню знания мне тоже подошла, как мне показалось, средняя группа. Это категория N3 или B1. Темы, если в прошлый раз каждой категории давался какой-то канди, из которого можно было составить любое слово, и это слово было твоей темой, в этот раз было совсем по-другому в этом плане. У средней и продвинутой группы была тема одна — Nihon no Yorokobi, то есть японская радость или The Joy of Japan. А у начальной группы была свободная тема, однако большая часть участников так или иначе рассказывали что-то на похожую тему, связанную с Японией, связанную с их впечатлениями о Японии, японской культуре и так далее. Может быть, за исключением одной девочки, которая рассказывала про котиков, и вот она здесь, ее зовут Таня. Теперь давайте поговорим про результаты. Я хочу сразу сказать, что в этом году я достаточно сильно задрал себе планку, поскольку я участвовал уже не в первый раз, у меня были более завышенные ожидания от себя. Потому что я перед собой поставил как минимум 2 задачи. Во-первых, я должен был выделиться, и, во-вторых, занять первое место. И я выполнил из этих задач одну. Я думаю, что каждый подтвердит, что я действительно произвел определенное впечатление на публику. Я выделился достаточно неординарным выступлением, и эту цель, можно сказать, я выполнил. Были некоторые моменты, которые действительно рассмешили аудиторию. Некоторые моменты были настолько кринжовые, что мне было очень плохо от того, когда я их пересматривал. Но, по большому счету, меня все хвалили, мне говорили, что очень классное выступление, как бы я ни относился к нему лично. Однако, как вы понимаете, я не выполнил вторую задачу, потому что я занял 2 место. И у меня есть теория. То, что сменились критерии оценивания, в отличие от прошлого раза. Потому что в прошлый раз прямо говорили, что мы оцениваем не только речь, мы оцениваем не только содержание вашей речи, мы оцениваем выступление целиком. Это значит, что приветствуются различные какие-то костюмы, например, интересные, какой-то визуальный ряд, чтобы привлечь внимание, харизма и вот это все. То есть, если у вас получилось хорошее выступление, интересное или, может быть, даже смешное, то вы смело займете 1 место. Так и получилось в прошлый раз. В этот раз получилось совсем не так, потому что 1 место заняла какая-то девочка, которую я, опять же, не запомнил и, видимо, не буду иметь возможности пересмотреть. Если буду, отлично. Но
как я понимаю, у нее была просто хорошая речь, у нее была просто складная речь, может быть, у нее было хорошее содержание. Про содержание, кстати, еще могу сказать, что большую часть речей я практически не слушал или не понимал, по той простой причине, что либо у спикеров был настолько плохой акцент, что я просто не различал слова, либо из-за того, что речь была действительно очень сложная, в большинстве случаев выше по уровню сложности, чем сам спикер и его уровень владения языком, поэтому большую часть речей я просто не понимал. Но я могу предположить, что у девочки была действительно хорошая речь. В отличие от моей, могу сказать наверняка, что по содержанию моя речь очень многим может уступать. Вот, а есть еще один пример, который подтверждает смену критериев оценивания. Помните Эмиля? Это вот тот парень в эстонском традиционном костюме и с сногсшибательным оперным голосом, который в прошлый раз занял первое место исключительно благодаря своей презентабельности. Я надеюсь, это правильное слово. 私は日本の古い歌にもそれを感じます。では、見てみましょう。あは、圧倒大。我は官軍若敵は天地入れざる超敵層。敵の大将たる者は古今無双の英雄で。もう一曲見てみましょうか。バカみたい子供なのね。夢を追って傷ついて。И угадайте, какое место занял Эмиль в этот раз. Правильный ответ мы не знаем, потому что он не занял топ-3. Я могу смело сказать, что ему могли снизить балл за то, что он практически полностью читал речь по бумажке. Это действительно бросалось в глаза. Но по части выступления в целом, оно, кстати говоря, было практически таким же, как и в прошлый раз. Он пришел в таком же костюме, он снова решил выпендриться голосом, он снова спел что-то. По большому счету было все то же самое, но в этот раз его оценили намного ниже. Опять же, оценивали, видимо, саму речь, а не выступление. Точно так же произошло со мной. Опять же, не могу объективно судить, насколько моя речь была, сама речь, насколько она была лучше или хуже остальных. Я, опять же, предположу, что хуже большинства. Я не очень много вкладывался в содержание. Более того, я не советовался даже ни с каким преподавателем, потому что в прошлый раз я советовался со своим преподавателем японского еще в школе. В этот раз у меня не было возможности посоветоваться с университетским преподавателем, поэтому я просто написал своему другу японцу, сказал, типа, можешь меня проверить? И я еще до этого с чатом GPT, кстати говоря, проверил текст. 2 года назад это еще не было распространено. В этот раз чат GPT мне практически все исправления сделал, а друг сказал, что в целом все классно, чуть-чуть поправил, но практически без изменений оставил. Вот. И с этой речью я уже дальше работал. Конечно, я больше вкладывался в шоу, в часть шоу. То есть в часть, во-первых, это юмор, это визуальная часть. Я показывал очень много картинок. И одежда тоже. Не то чтобы я пришел с каким-то очень проработанным костюмом, но я просто решил напялить на себя все, что было у меня в квартире, все, что напоминало азиатский стиль. Ну, по большому счету, я в этом сегодня и вам показываюсь. Давайте разберем теперь речь, потому что вы ее увидели в самом начале видео. И несмотря на то, что я добавил субтитры, конечно, есть моменты, которые субтитрами не объяснишь. Либо из-за каких-то уникальных речевых оборотов в японском языке, которые не переводятся, либо просто какие-то культурные особенности, которые я бы тоже хотел объяснить и разобрать. Так что давайте посмотрим еще раз, и я просто буду разбирать по ходу дела. Почему-то я решил, что будет гениально попросить чат GPT в начале выступления рассказать всю речь за меня. Вроде зашло. По крайней мере, я думаю, что элемент неожиданности сработал. Уже запнулся. Уже забыл все в самом начале. Ну, все нормально.
もちろんその裏には過しサービス残業高齢化ジェンダー格差同調圧力いろいろありますが、ただЗдесь, скорее всего, никто ничего не понял. Я очень надеюсь, что хотя бы члены жюри поняли. Я говорил очень быстро, использовал сложные слова, и с большим количеством людей не прокатило. Вот эта шутка... Короче, бэкграунд такой, что я беседовал накануне с одним мужичком, насколько я знаю, из посольства, или да, как-то он связан с посольством, и он поделился своим опытом о том, что он типа практически не встречал агрессивно настроенных японцев, за исключением водителей такси, которые разозлены, которых бесят американцы. И какую-то еще он шутку на эту тему рассказал. Короче говоря, я был уверен... Я надеялся, что он придет на конкурс, и если я упомяну эту фразу, то это будет, короче, на одного человека направлено. Мем для одного человека. Но его там не было, поэтому этого никто не понял, скорее всего. Либо, опять же, члены жюри, которые могли понять просто, что я сказал, они, может быть, выкупили, может быть, нет, я не знаю. Потому что большая часть реакции от шуток, которые я использовал, она была все-таки связана не столько со словами, которые я использовал, не столько с тем, что я говорил, сколько больше, конечно, с визуальной части, что я показывал. Короче говоря, то, что не требует высокого знания японского языка. Было сразу видно, что да, большая часть людей, они так же, как и я, в случае с другими спикерами, не понимали большую часть того, что я говорил. Поэтому прокатывали шутки, которые не основаны на языке, скажем так, грубо говоря. Вот это тоже интересно, это хочется объяснить. В японском языке гора – это яма, а есть выражение ямаходу, которое обозначает много. То есть, грубо говоря, из-за того, что в Японии очень много гор, у них есть выражение, которое буквально говорит много как гор. Это, по сути, то же самое, что сказать как грязи у нас. Я не хочу сказать, что у нас много грязи, но у нас выражение как грязи – это, по сути, эквивалент на японскому выражению ямаходу. Это, скорее всего, тоже как-то будет грамотно описано в субтитрах, я надеюсь. Вот это зашло больше всего. Меня это очень обрадовало. Здесь не нужно знать японский, чтобы понимать, что происходит. Я просто показываю красивые места в Японии, и это буквально все, это Фудзи. Да, это популярное место, популярный вид на гору Фудзи на фоне Лоусона, точнее, наоборот, Лоусон на фоне Фудзи, который как раз-таки перекрыли, не знаю, временно или навсегда из-за того, что место было переполнено туристами. Надеюсь, кто-то выкупил. Угу. Вот здесь я вообще забыл, типа, половину из этой части, из этого блока про виды. Но самая главная проблема в том, что вот эту часть, скорее всего, мне просто очень кринжово было с этого, потому что, мне кажется, это вообще никто не понял. Во-первых, потому что все было очень мельком, и, скорее всего, просто никто не знает об этих местах. Не знаю, почему мне просто не нравится эта часть. Это просто бар в стиле Джоджо. Мне кажется, просто очень плохая картинка была подобрана. Здесь просто ничего не понятно. Да. Да. Тоже очень плохая картинка. Я, видимо, не смог лучше найти, чтобы передать, чтобы показать весь тренажерный зал в стиле One Piece. Судя по реакции, это тоже никто не выкупил про туристические ловушки. Это Team Lab, наверное, одно из самых популярных мест для туристов в Токио.
Если что, я не был в Японии ни разу. Я сейчас говорю как человек, который там много раз был, который все знает. На самом деле нет. Что-то я знаю, но я там ни разу не был, поэтому я просто говорю мнение свое со стороны. И вот то, что я, скажем так, слышал. そしてこれわかんないけど、あ、違う、終わってないというところです。 Вот это зашло, вот это хорошо. じゃあもちろん、Да, вот это объяснить надо. Есть слово «ваканнай», которое обозначает «не понимаю». А место, которое я показал, называется «вакканай». Чуть-чуть по-другому пишется, точнее, канзи вообще другие, чуть-чуть по-другому произносятся, но в целом очень похоже. И на этом я сделал игру слов. Что типа, что это за место, не понимаю. Это «вакканай». じゃあもちろん、特に僕の心を掴んだところは鉄道駅。 Наконец дошло до этих, 海のそばにある鉄道駅 до станций. 電車。 Это тоже зашло, кстати, очень порадовало. お腹痛い。ごめん。死ね。お前。 Шине — это «сдохни», очень грубое слово. Мне потом Вика предъявляла, не знаю, конкретно из-за этого слова или из-за некоторых других. Вот этого тоже, наверное. «Омае», да, это типа грубое обращение к собеседнику. Очень грубое, не знаю насколько, но достаточно. Мне она предъявляла, что ты такие слова используешь. Не, это забавно было. Это зашло всем, это очень порадовало. やっぱり日本語って最高ですね。 Здесь очень много надо объяснять. 漢字めっちゃ好きやで。 Это просто... Это, наверное, тоже будет написано, но это, по-моему, означает депрессия. Это просто очень сложный канди. Мне просто нравится это слово, потому что слово депрессия написано настолько сложными канди, что само по себе вызывает депрессию. Я решил его использовать. Не знаю, сколько людей это поняли. Для большинства, возможно, это просто были сложные канди. Этого, в принципе, было достаточно, чтобы передать всю красоту этих иероглифов. 雨の種類も10以上あるし。 Не знаю, стоит ли это дублировать, но да, в японском очень много слов, обозначающих дождь, и в целом очень много слов, связанных с природой, потому что японцы очень любят природу, и они очень подробно могут описывать. 本でない、日本語ってめっちゃ奥深い。ごめんなさい、関西弁。ちょっと急に。これで。 Не знаю, мне так плохо что-то от этого момента тоже стало. Я почему-то решил, опять же, просто одна из самых спонтанных мыслей, которая осталась со мной до самого конца. Почему-то я решил, что будет смешно часть речи использовать кансайский диалект. Вот просто пришла в голову эта странная идея. Это, я бы даже сказал, интрузивная мысль, с которой я жил до самого выступления. И самое дурацкое не сам диалект, а то, как я на него отреагировал. И вот эта же реакция, она будет потом повторяться еще раз, и меня это бесит больше всего, что это звучало очень неестественно, и этого вообще не должно было быть в речи. То есть я не должен был, скажем так, обращать внимание на то, что это произошло. Я должен был просто сразу переключиться на нормальную речь в данном случае. Опять же, я очень сильно придираюсь, я уверен, что вообще всем на это все равно, но меня это чуть-чуть задело. Здесь тоже вот примерно такая же реакция была у меня, которой не должна была быть, потому что я должен был максимально незаметно, совершенно естественно переключить слайд, как будто там ничего нету, или как будто там просто самая обычная информация, и там просто Subway Surfers, потому что я тоже подумал, это тоже одна из интрузивных мыслей, которая была со мной до конца, включить Subway Surfers на фоне, потому что что-то должно было быть. А если ты не знаешь, что включить, включай долбанный Subway Surfers, потому что это идеальный способ отвлечь внимание. Я надеюсь, это кто-то выкупил. Ну, судя по реакции, да. 皆さんどう思いますか？一番気持ち悪いの、感謝の言葉はどう思いますか？ Интеракцию добавил очень хорошо. Кстати, реакция из зала была в точности, точнее, ответ. Короче, я спросил, какой самый... Я не знаю, зачем я это дублирую, это будет написано в субтитрах. Ответили буквально
то, что я ожидал, то, что я хотел. Типа есть в японском классическое «аригато гозаимас», и поскольку японцы очень сильно любят сокращать, это очень часто превращается в «азас», и потом это превращается просто в «с». Я решил это... Точнее, я решил об этом не говорить, но я очень хотел, чтобы кто-то сказал это из зала, и об этом сказали, и я был очень рад. Так что в этом случае все пошло именно так, как я задумал. Нет, не все. Здесь я услышал в одном выступлении, в одном из предыдущих выступлений спикера, как раз таки упоминание вот этого «санкью», о котором я в самом конце сказал. Я решил, что будет очень уместно будет упомянуть человека конкретного, который об этом только что сказал. И типа, какое совпадение? Я тоже об этом собирался сказать. Но я это очень плохо сказал. Я это очень сказал неуверенно и очень тихо, и, наверное, никто не понял. Ну да ладно. «Санкью». 日本語でもなくて英語だ。皆さん、サンキューvery much。ご清聴ありがとうございました。 Да, реакция у зала действительно была очень положительная, но поскольку я очень люблю придираться к деталям, причем одинаково, я люблю, точнее, не то, что люблю, я склонен к тому, чтобы придираться к каким-то мелочным недостаткам и очень жестко из-за них кринжевать, точно так же, как замечать положительные моменты и просто возвышать их и думать, какой же я молодец и как хорошо, что я это сделал. У меня здесь обе крайности работают, конечно, есть моменты, с которых я очень сильно кринжую, из которых мне просто очень плохо, и есть моменты, которыми я очень доволен. И это хорошо, потому что некоторые моменты действительно прокатили и сработали именно так, как я задумал. Так что, как я и сказал, я выполнил одну из задач, я развеселил аудиторию и смог выделиться. А теперь чуть-чуть про призы упомяну. А что говорить-то, я сейчас покажу. В качестве главного приза мне досталась вот такая вот рисоварка. Были еще какие-то вкусняшки, был чай, очень хороший, очень высококачественный зеленый чай японский, подарочная карта в японский ресторан, и по большому счету все, насколько я помню. Ну и коротко про второй день японского, да, потому что это было 2 дня японской культуры. Конкурс речи был в первый день главным событием, потому что после него практически ничего больше и не происходило, по большому счету. Единственное, что было, это языковой воркшоп, в котором я уже участвовал как тот, кто разучивал танец вместе с другими посетителями, а не как организатор, потому что из команды я вышел относительно недавно. Вот, разучили новый танец, да, был очень классный танец был, мне очень понравился трек, вот, и больше ничего интересного в тот день не происходило. А второй день был уже поинтереснее, я провел там почти весь день, потому что я дополнительно волонтерил, скажем так, моя практика по универу прийти помочь, поволонтерить. И моей главной задачей было помогать с проведением приготовления мочи. Это просто супер экспириенс был. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видосе. До скорого.